Здравствуйте, ребята, приветствую на своем канале. Давно у нас на канале не было никаких обзоров интересненьких, правда? И сегодня у нас именно такой обзор. И обзор будет у нас сегодня системы видеонаблюдения транспортных средств, коммерческих и легковых. Подходит эта система видеонаблюдения для автобусов, грузовиков и всего, чего-то только сами пожелаете, куда руки прикрутят. Та-дам! Открываем, значит, занавес. Это система Join Glow, 4-канальная, 1080 для установки на подвижные транспортные средства. И составы. Был приобретен этот набор на сайте Амазона в Соединенных Штатах Америки. Сейчас я ставлю видео с сайта Амазона, где покупался этот продукт. Вот сейчас вы видите, как выглядит эта страничка. Идет описание, что это идет система видеонаблюдения, 4-канальная, с разрешением 1080, это Full HD разрешение. И это полный комплект установки и монтажа системы видеонаблюдения на транспортные средства. Итак, в этом видео мы с вами сегодня поговорим про комплектацию, технические характеристики, возможно, варианты монтажа, может быть, плюсы и минусы. Данный комплект будет устанавливаться на Semi-Truck. Есть Straight Truck, да, есть Semi-Truck. Я сейчас покажу, что такое Straight Truck и что такое Semi-Truck. Semi-Truck — это трактор и трейлер. Да, вот мы будем монтировать это оборудование на трактор. Именно на голову, как говорят у нас, на тягач. Итак, не тянем кота за пип. Открываем коробку. Коробку я уже открывал, вот так она выглядит, ничего страшного. Габариты здесь, все не повреждено, запаковано добротно и сделано, соответственно, в Китае. Итак, открываем коробку. В коробке у нас еще коробки. Ну, мы начнем с самого неинтересного, наверное. Итак, у нас идет набор кабелей. Монтажный кабель, по которому пойдут у нас сигналы, видеосигнал, да, питание и видеосигнал. Идет у нас кабель 15 метров, идет у нас кабель 10 метров, кабеля 4-пиновые, водозащищенные, на таких байонетных гайках. Все, в общем, сделано солидно, серьезно, двойная изоляция. Кстати, класс водонепроницаемости IP68, очень даже не детский IP, по крайней мере заявленный. И идет у нас шнурочек, который длиной опять 10 метров. На этом шнурочки закончились, перейдем к коробочкам. Начнем с вот этой коробочки. Что у нас в этой коробочке? В этой коробочке у нас монитор. Монитор идет в комплекте 7 дюймов с разрешением 1024×600. 12 вольт, сделано, соответственно, понятно где. Итак, более маленькая коробочка у нас вот такая вот. Что у нас в более маленькой коробочке? В более маленькой коробочке непосредственно сам монитор. Упаковано хорошо, при транспортировке побиться не должно. Вот так это выглядит. И вот так выглядит этот мониторчик. Мониторчик — это рамочка, монтажная рамка. При нажимании на эти клипсы монтажная рамка отщелкивается, мониторчик выходит, и вы можете его закрепить. Кстати, систему этого видеомонтажа берут также на RV-шки, то есть чтобы мониторить безопасность. Лейба качества. Этот монитор можно закрепить как на вот такой вот кронштейн, который идет в комплекте, да, саморезами, которые идут в комплекте, а можно встроить непосредственно в интерьер и салон транспортного средства. Отложим в сторону, идет это козыречек, идет на этот мониторчик, чтобы солнце не слепило и не было бликов. И идет пульт удаленного управления. Кнопочки, нажималочки. Никакого сенсора. Экран не сенсорный, экран не нажимается. Все по классике, все по старинке. Переходим дальше. Итак, дальше. И начали с больших. Значит, будем идти с большой коробочки. Так, это DVR. DVR — это тот самый, как бы, сервер, не сервер, да, соединительное устройство, мозг, скажем так, да, блок управления. Вот его модель, серийный номер, сделано, соответственно, понятно где. Открываем и смотрим. У нас здесь есть 2 года гарантии визитки, поддержка. Поддержка отвечает, ну, она, понятно, находится в Китае, она отвечает с опозданием во времени, но отвечают. И действительно, в случае, если камера бракованная, какая-то из камер бракована, какой-то девайс какой-то из комплектации бракованный, вам вышлют новое. Так что не переживайте. Идет инструкция на английском языке, естественно. Вот тут все описано, как настраивать, как и чего. И идет описание
как в принципе подключать. То, что я в принципе вам показывал на сайте Amazon, можно засканировать видео, то есть инструкции в принципе, если у вас есть хотя бы намек на техническое какие-то знания, все у вас получится как бы. Кстати, монтаж этого оборудования занимает приблизительно специалистам от 4 часов до 3 дней может занимать, скажем так. Все зависит от желания клиента заморочиться. Так, здесь продублированы QR-коды, здесь продублировано название. Вот так вот выглядит фронт-фейс этого DVR. Здесь все это алюминий, все это металл, да. Вот, и здесь, чем эта система хороша по сравнению с другими системами, эта система закрывается. Понятно, ключик это не сейф, но тем не менее, все данные от дурака будут защищены. Здесь лампочки индикации работы системы, и здесь у нас USB разъем, дополнительный USB разъем. Итак, как это все подключается, что идет дальше, да, в комплекте. Идет у нас еще один пульт дистанционного управления. Вот так вот. Тут идет у нас монтаж. Ребята, для тех, кто ставил когда-нибудь газ, кстати, как ставил газ я, смотрите сейчас вверх, вот здесь будет ссылочка, как я ставил газ на разные машины. Это очень интересно и познавательно. Это все получается не очень сложно. Это заморочливо, но не очень сложно. Опять 6-пиновый, это 6-пиновый разъемчик, который идет с переходом на 6-пиновый, идет питание. Дальше идет провод питания с предохранителями и триггерный сигнал от зажигания желтый. Дальше в комплекте идет, соответственно, мышка для подключения вот в этот самый разъемчик, чтобы управлять этой всей системой. И дополнительные триггерные проводочки, которые можно использовать, можно не использовать. И, соответственно, ключик. Давайте посмотрим, что прячется за этой чудесной дверкой. Чик, открыли. Опа. Так, здесь у нас прячутся разъемы для двух SD-карт. Разъем для симки здесь есть, но он не активный. Есть разные системы этого производителя с GPS, с Wi-Fi, системой отслеживания машины в реальном режиме времени и так далее и тому подобное. Они намного дороже, они в 2-3 раза дороже. Сейчас я вставлю видео с Амазона со скриншотами, вот где-то здесь, сколько стоит разные системы. Есть, кстати, система на 6 камер, есть на 8 камер, есть разные варианты комплектации камер. Это базовый набор, который призван и создан работать и защищать машину от так называемых плохих людей, которые стараются, подрезают и потом вымогают деньги через страховую компанию с честных перевозчиков. Итак, погнали дальше. В коробочке у нас остались 2 маленькие коробочки и еще 2 маленькие коробочки. Итак, непосредственно камеры. Камеры у нас идет 4 коробочки. Начнем с вот этой. Итак, эта камера модель вот такая вот, 2,8 мм. 2,8 мм, бла-бла-бла, модель такая-то, да. Потом загуглите, посмотрите, кому интересно. Так, камера. Идет предписание, что надо обернуть соединение после сбора системы изолентой. Все металл, все покрытие покрашено красиво, супер интересно. Так, вот эта камера идет установка в салоне перед лобовым стеклом. То есть она смотрит у нас на дорогу. Она снимает в свете, и у нее есть, по-моему, режим ночного видения. Но это не точно. Эта камера устанавливается по направлению движения транспортного средства. Следующая камера у нас идет модель вот. Итак, вот эта камера. Эта камера устанавливается по направлению назад. Здесь идет, сколько там, 18 диодов инфракрасного света, которые помогают снимать видео ночью. Далее смотрим следующие наши камеры. Итак, осталось у нас 2 камеры. Итак, это 2 камеры абсолютно одинаковые. И эти 2 камеры устанавливаются по бортам транспортного средства по направлению назад. Камеры выполнены в таком обтекаемом корпусе. То есть машина едет в направлении туда, а мы ставим одну камеру так, вторую камеру ставим так, да. Значит, камера здесь регулируется. Вот так по направлению можно настроить камеру, как душа пожелает. И в комплекте идет прокладочка установки монтажа и саморезики. Такая вот одна камера и абсолютно идентичная вторая. Вот так вот они выглядят, 2
Вот так, собственно, выглядит симуляция установки камеры. То есть вот эта камера смотрит назад, направление движения туда, левое, правое и, соответственно, вперед. Практически 360 градусов закрыто видеонаблюдением. Все безопасно и надежно. Вот сейчас наша система запускается. Мы ее подключили к электрооборудованию полностью. И вот так вот выглядит наш мониторчик, да. Одна камера рабочая. Проверяем. Сейчас проверим все. Одна рабочая, вторая рабочая, это рабочая и это, соответственно, рабочая камера. Так, что мы здесь имеем? Вот эти кнопки меню, они по сути здесь бесполезны, они только настраивают яркость, контраст и так дальше. Мы пользуемся вот этим вот пультом. У нас два пульта в комплекте, как я уже говорил ранее. Один из них от монитора, второй из них от системы. И сама система подключения, я не помню, говорил я, показывал или нет, но выглядит приблизительно так вот, да. Здесь VGA разъем, HD выход, потом сетевой провод, здесь триггерные кнопочки. Эти у нас не активны, это для GPS, 3G, LG антенны и, соответственно, для Wi-Fi. И это питание, это выход на камеру и для дополнительного монитора. Соответственно, здесь вставляется карточка, ключик. Пока не закроешь дверку, система работать не будет. Это для мышки или для USB. Ну и система идентификации работы. Итак, мониторчик. Нажимаем кнопочку менюшка. Нажимаем кнопочка менюшка. И сейчас вот так камера навелась у нас. И мы погнали. Вот тут у нас настройки камеры. Проклацываем вниз. Красненьким видно, да, снизу идет подписывание, подпись, чего это и где и как. Потом идет, здесь можно настроить дополнительные минут, дата, времени, диск. Значит, сейчас стоит флешка 256 гигабайт, 2 здесь флешки влазит и пишет система по 4 камерам достаточно будет одной флешки на 67 часов. 67 часов одна флешка на 256 гигабайт. Так, Escape. Здесь у нас можно добавить настройки машины, обслуживание системы, дисплей, расположить красиво цветность, просмотр и так дальше и тому подобное. Короче, очень широкий спектр настройки. Кстати, китайцы не все сделали прикольно, не все сделали толково, потому как много функций, просто нет описания. Но, в принципе, поиграться с ними, с настройками там и понять, и вот машина едет, и все у нас понятно, да. Все, вот это все едет, это снимает вперед, это назад. Понятно, что на экране может быть немножко подглючивает, но видео само снимается плавно. Сейчас мы посмотрим. Я это все сниму, перепишу на компьютер и покажу вам, собственно, как снимается это видео, как это все происходит в реальном времени. Ну что, перейдем к просмотру. Так, переходим к персональному компьютеру, скачиваем вот такое приложение, есть ссылочка. Заходим в приложение, выбираем ресурс, с которого мы будем смотреть наши видео. И вот наши все 4 камеры, как на подбор. Можно перебрать видео по датам, по времени, отсортировать и так далее и тому подобное. Можно перейти в вкладочку видео. В тех опциях системы видеонаблюдения у нас здесь будет карта мира и привязка конкретно к дорогам, где машина ехала и так дальше. Нас же интересует вот наше видео. И значит, в этом приложении мы можем просмотреть видео, нажать кнопочку и просмотреть какое-то нам понравившееся видео, либо все 4 одновременно. Но здесь конкретно можем просмотреть все 4 одновременно. Вот. Как мы шевелили, как мы ездили камеру, автофокуса нету, ну что мы хотели за эти деньги. Здесь же мы можем конвертировать файлик в MP4, либо в другие форматы, настроить как нам хочется и, соответственно, просмотреть видео на компьютере. И потом можно открыть эту всю картинку отдельно, конвертировав на компьютер и смотреть каждый файл с каждой камеры отдельно. Вот мы его скачали на компьютер и можем посмотреть каждую камеру отдельно. Чикс. И все. Вот так вот это выглядит. Итак,
Какие выводы мы можем сделать с этой системы? Ну, система рабочая, система работает не за все деньги мира, но работает. Самое главное достоинство этой камеры, что эта камера сделает свою работу и частично отпугнет злоумышленника от вашей машины и так далее. Кстати, угол съема камеры приблизительно 170 градусов. В принципе, качество равно деньги. Вы получаете то, за что платите. Вы получаете систему 4 камер разрешением 1920 на 1080. Вы получаете 360 обзор. Вы получаете видимую систему наблюдения. Злоумышленник будет видеть, что вы вооружены камерами и уже 10 раз подумает, приближаться к вашему транспортному средству или нет. Поэтому выбор наши клиенты сделали. Выбор, я считаю, неплохой, правильный, разумный. Вваливать больше деньги, конечно же, это имеет смысл, при условии, что у вас их много и вы готовы платить за подписки, вы готовы платить на постоянной основе, а не lifetime. Если вы готовы платить много и сразу, пожалуйста, ваш выбор. Если вы готовы к скромным китайским выборам, то этот выбор в принципе для вас. Вы получаете то, за что платите. На этом я в принципе буду заканчивать свой обзор. Я надеюсь, видео получилось понятным, информативным и так дальше. Возможно, мы выпустим видео, в котором я покажу, как мы установили эту систему, как она работает в реальном времени. На этом видео мы будем заканчивать. Спасибо всем за просмотр. Кто досмотрел до конца, спасибо. Подписываемся на канал, ставим лайки, не забываем комментировать. Всего хорошего, пока-пока, не ломайтесь. Здравствуйте, ребята. Блять. Называется этот товар Join Go из DVR и с базовой станцией, которая единственное, что нас обманывают китайцы. Мы здесь можем посмотреть, что у нас видео идет. Действительно 1920 на 1080, но таймфрейм 2099. Но это надо играться, я так надеюсь, с настройками 2074. И здесь у нас тоже даже 1734. Ну, может шляпа, может нет, но посмотрим, короче, поиграемся с настройками, непонятным меню. И потом будем делать выводы.